Наталья Кузьменко, вы когда-нибудь приезжали в Дубай или, может, планируете в будущем? С удовольствием присоединилась бы к вашему пленеру. К сожалению, не приезжал, с удовольствием бы приеду, если будут приглашения и какая-то программа разработается теми, кому это нужно. Для меня это место новое, ничего не знаю, что писать, какие виды. Предлагайте. Со своей стороны я могу предложить близкое к вам, наверное, ближе всего это Италия, озеро Гарда, где я буду проводить класс в сентябре. В октябре будет Армения, а скоро в августе будет Гурзуф с 9 по 11 августа. Присоединяйтесь. Информация о моих классах есть на сайте. Там же можно записаться. User QQ. Спасибо вам огромное, очень интересно и питательно. Не очень поняла, где взять палочки на края пропилена, в который вклеивается холст. Но это переноска такая для мокрых холстов у меня есть. Возьмите палочки из пенокартона, вырежьте полоски по 1,5 сантиметра и все. И наклейте на двойной скотч. Или из того же вспененного полистирола 5 миллиметров тоже. Можно 10, что есть. Режется ножом, очень легко по линейке, вдоль линейки. Николай Чистилин, очень понравились работы учеников. Поражает профессионализм. С уважением, Николай. Николай смотрел отчеты о классе в Провансе, который был совсем недавно. Так быстро происходят прорывы. Кто-то совсем без образования, кто-то с полуобразованием, кто-то с художественным. И как сказал Вадим Долгов, который на класс приезжал из Канады, что он на время стал... он так сказал. Каждый художник, уважающий себя, должен на какое-то время становиться учеником. А он в Канаде зарабатывает живописью и работает уже там 30 лет. Пишет картины и, в общем-то, семью обеспечивает. Профессионализм – это дело наработки, это дело опыта и большого трудолюбия. Так что я за то, чтобы мы с вами вместе карабкались на вершину мастерства. Кто-то на классы приезжает, кто-то смотрит мои видеоуроки в онлайн-школе. И сейчас в школе идет набор новой группы на курс «Морской пейзаж». Он состоит из 5 уроков, и первый выложен в свободный доступ. Зайдите на сайт, вы сможете его увидеть. Надежда Анушкина. Гармония в сочетании цветов – это то, что мне не удается. Уже решила, просто буду копировать цветовые решения ваших работ в своих сюжетах от безысходности. Так копируйте, почему же нет? Это все-таки начало, потому что самое главное – подсказка дается природой. И рано или поздно вы в природе будете получать большое вдохновение от меняющихся цветов, от цвета, который она дарит, и вы его трансформируете в свои сюжеты. Тогда получается загадка, получаются творческие работы. Сразу хочу нацелить на то, чтобы вы не переписывали в лоб то, что видите в моих работах или просто в природе. Этого делать не нужно, никакого в этом смысла нет, и даже тратить на это время не нужно. Есть тональные отношения, связи, а цвет вы приблизительно укладываете, цепляясь один за другой, сравнивая, например, рубашку с небом. Очень трудно определить, а сейчас уже легче определить этот тон к этому тону. И постепенно вы движетесь в этих сравнениях, к такому совершенству в живописи, к некой мозаичности. Оксана Фризен. Спасибо вам за так. Очень хотелось бы действительно приехать на ваш пленэр на озере Гарда, где я могу осведомиться о расценках, включая жилье, разумеется. Жилье каждый арендует сам, никаких проблем нет. Booking, Airbnb, еще какие-то ресурсы, где вы можете на свой кошелек спланировать и арендовать жилье. Просто на сайте выложены точки, локации, где мы будем работать. Исходя из них, вы подбираете себе жилье. Закрытая группа есть в WhatsApp. Если что, пишите в WhatsApp, и там разберемся.
поможем вам совсем. Расценки о классе тоже есть на сайте, так что заходите и приезжайте. Юзер бум-бум меня очень раздражает. Целиони свет всегда. Зеленый свет всегда. Тут английскими написано, этими с латиницей. Проблемы с этим светом. Ну, чего, если раздражает, так вообще его не берите с собой в поездку, ну, на этюды. Не выдавливайте и всю эту краску. В конце концов, если вам прям так хочется зеленый изображать, вот как он есть, смешайте ультрамарин, например, с охрой, ультрамарин с какой-нибудь из желтой, черную с желтой, с охрой. Ну, вариантов куча. Можно обходиться и без зеленого цвета, если вы работаете, например, в холодной гамме или в какой-то такой красноватой, теплой. Посмотрите работы, например, Каро. Какой красивый зеленый цвет. Там вообще в те времена с красками была, по-моему, беда. И тем не менее, как народ писал, выкручиваясь из этого немногочисленной линейки красок. Более того, их же не было еще тюбиков. Это сейчас тюбик взял и пошел, а тогда месили все в банках. Хотя, не знаю, может, на тележках кто-то возил банки с собой. Смотрел недавно фильм о Тернере, папа ему месил краски, а Тернер младший писал. Мазафак, поясните, пожалуйста, мои непонятки. С какой целью вы залитое солнцем светлое пятно дорожки прокладываете темным с самого начала? Каким образом определять самое темное и самое светлое и средние тона, если изначально самого светлого нет в этюде? Так, давайте по порядку. С какой целью? А вы попробуйте сначала поглубже закладывать отношения, чем они есть. И если мышление, например, идет от темного к светлому, и также вы закладываете отношения, то, например, закладывайте все тени. Тень сравнивайте по плотности, ну, по тону, да, еще с чем-то близким в тоне. И находите разницу. То есть вы по теням, по полутеням выстраиваете всю работу, весь мотив, ну, в картине. Потом ударами делайте по цветам, легко, часто касаясь, ну, может быть, кистью или мастихином, не полностью размазывая, а вот легко, так, чтобы оставались пропуски того, что вы заложили до этого. Это объединяет, это создает просто фактуру определенную, ну, какой-то эффект живописный. Но ключ ко всему – это сравнение всех теней, полутеней, цветов между собой. Каким образом определять самое темное и самое светлое? Ну, каким образом? Сравнение. Глаз прищурил и посмотрел, что самое темное сейчас вот в этом экране вы видите. Положил. Потом посерее, посерее, по средним тонам. И еще положил. Как там небо, например, облака там и прорывы небесные. Как ко всему относится. Тоже положил. Ну, может, я не понял вопрос, тогда еще раз напишите, что вы имеете в виду. Мазафак опять, если я правильно понял, то общая тональность, то есть этюд или картина будет светлой, среднего тона или темной в завершенном виде, зависит от того, насколько верно возьму первый темный тон, от которого буду отталкиваться как камертон. Ну, конечно, да, я об этом говорил. В том-то и проблема, как взять верный самый темный тон. Да пробуйте по-разному. Ну ладно, сейчас дочитаю, положив его на белый. Ну, черная краска есть? Ну, в принципе. Ну, полоску покрасьте черным цветом и приложите рядом, чтобы лежало, когда вы пишете. И по отношению к этой черной берите самый темный. Уже в картине. Так, дальше. Сравнивать же темный первый мазок не с чем. Не с чем. Ну, с опытом нарабатывается. Вы же сможете отличить самый темный, но почти черный, от сероватого какого-то, от более бледно-серого, да, и закладываете, вот, исходя из этого. Выкраски сделайте черные, потом посерее, еще посерее. Вот 3 штуки, чтобы рядом всегда были. Там темперы покрасьте, чтобы 3 бумажки. И рядом положите с этюдом и пишите.
Так, или на авось надеяться. Не, на авось не надо надеяться. Так, иначе, особенно в пленарных этюдах, в результате получается по общей тональности или пересветленные вечерние, или темные дневные этюды. Ну, правильно вы говорите, пересветленные вечерние, но как они хороши, если они правильно выстроены. Это красиво. Вечерний и в светлом тоне написать. Это очень классно. Это высший пилотаж. А темные, значит, дневные, согласен. Но это зависит, мощность звучания все равно зависит от контраста, от разницы между самым темным и самым светлым куском в картине. Вот эти два камертона, вы от них расширяете весь диапазон звучания, по всей клавиатуре играете. И если все правильно в тоне выстраивается, то просто от картины не оторвешь взгляд. Друзья, нажимайте кнопку «Нравится», если нравится то, что здесь происходит на моем канале. Подписывайтесь, задавайте вопросы. Чем больше вопросов, тем интереснее жизнь на нашем канале. Предлагаю вам посмотреть кино, называется «Плагиат». Ну, пока.